3 дня назад у Google прошла их ежегодная конференция, на которой они представляют новинки обновлений. 80% обновлений связаны с искусственным интеллектом AI, и там столько всего, ребят, что вы потрясете в шок. Вы даже можете отправить это друзьям, которые не связаны с нейросетями, которые не увлекаются, чтобы они знали, что в их телефоне уже появляется AI и сколько чудес они могут с помощью него творить. Поехали! Я собрала для вас самое актуальное, что будет действительно интересно и нужно, полезно, а не просто обновление и новости от Google. Ну а так как я в Париже, у меня было два выбора. Либо снять для вас это видео дома, либо снять на фоне Эйфелевой башни. Тут, к сожалению, готовятся к Олимпийским играм, поэтому как смогла, так и показываю. Ну, в общем, начинаем выпуск. Google теперь внедряет искусственный интеллект почти во все свои процессы. Если вы пользуетесь Google, а скорее всего у вас и почта, и YouTube, и поиск, и карты, и фотографии, и хранилище, и везде во всем этом сейчас будет присутствовать AI. Это просто шок и взрыв мозга, что они делают. Слушаем. Вся презентация, или даже сказать 80%, большая ее часть была связана с искусственным интеллектом, поэтому давайте разбираться, что же там произошло. Ну, во-первых, Gemini 1.5 стала быстрее и умнее, и контекстное окно выросло с 1 миллиона токенов. Вообще можете представить, сколько этой информации он может теперь обрабатывать в один раз? Стало 2 миллиона. Пока 2 миллиона доступно только разработчикам, но в скором времени после теста будет доступно и всем остальным. Представляете, какое это огромное количество информации, которую вы можете загрузить в нейросети, которую она может обрабатывать. И на основе загруженной информации она сделает все, что вы попросите, хоть докторскую вам напишет. Google теперь везде. А именно Gemini будет повсюду. В Google это называют ИИ-агентами. Это системы, которые могут рассуждать, планировать, запоминать, думать на несколько шагов вперед, работать сквозь приложения и системы, и все это под контролем человека, естественно. Google это показал на примере кроссовок. Допустим, мы заказали кроссовки, и они нам не подошли, мы хотим их возвратить. Так вот, что этот агент теперь может сделать? Этот агент сам найдет чек с номером заказа, заполнит форму возврата и организует доставку. Или, например, можно сказать Gemini, что ты переезжаешь, и он найдет в этом районе все сервисы, которые тебе необходимы. Их телефоны, доставки, цены, все сравнит и тебе вышлет. То есть ты переезжаешь, и ты уже знаешь, где мне можно постирать вещи, где мне можно покушать, где мне можно сходить в кино и так далее. То есть цель Google — это создать интеллект, который будет с тобой повсюду. То есть в будущем, возможно, наши дети это будут воспринимать как просто естественно, это нормально, оно у них есть. Но для нас это просто шок. Слушайте дальше, какие еще обновления. Второе. Email, например. Gmail. Все мы им пользуемся. Моделька, она теперь сама сможет проанализировать ваши письма и сделать из них суммаризацию, рассказать вам, найти какое-то определенное письмо. Они привели пример с вашим ребенком. Например, вам школа пишет какие-то письма со школы, а успеваемости вашего сына, вообще просто какие-то письма со школы. Теперь вместо того, чтобы искать все эти сообщения в Гугле, вы можете написать сразу же AI-ассистенту: суммируй мне, пожалуйста, что происходит с моим сыном в школе, что вообще о нем говорят. И по такому принципу можно будет найти абсолютно любое сообщение в вашей почте. Суммировать, найти все чеки, например. Если вы выставляете инвойсы, можно написать справа: собери для меня все инвойсы. Он найдет все инвойсы и далее. Опять же, там идет подключение к другим системам, допустим, Google Sheets, и он может все эти инвойсы поместить теперь в Google Sheets. А внутри Google Sheets вы также можете задавать любые вопросы касательно ваших таблиц. Выписать, посчитать, суммировать, например. Например, это какая-то таблица по вашим расходам, вам постоянно присылается инвойс на почту, что вы обычно покупаете. Потом вы пишете: я ассистенту, найди для меня все инвойсы, отправь это в Google Sheets. В Google Sheets вы пишете ассистенту: а теперь сделай диаграмму и напиши, на что я трачу деньги и сколько. И он делает диаграмму твоих расходов. То есть они внедряют искусственный интеллект во все продукции Google, и они вместе комбинируются, плюс добавляется искусственный интеллект. Теперь следующее, про Workspace, еще более продвинуто. На презентации показали, как Gemini работает в Gmail. Например, у тебя есть несколько сообщений от разных подрядчиков, с которыми ты общаешься, которые каждый тебе называет свою цену, и ты их сравниваешь. И теперь тебе нужно сделать вывод, теперь тебе нужно проанализировать, какая у кого цена лучше, оценки и так далее. Теперь ты это можешь сделать в Gmail. Например, написать промпт: сравни мне всех подрядчиков, которые мне писали. Все, он анализирует все письма, которые были касательно, например, крыши и подрядчики по ней, и отправляет тебе суммаризацию,
подрядчиком, его оценочкой, его стоимостью и так далее. И теперь ты просто можешь сравнить и выбрать. Функция суммаризации будет доступна в следующем месяце, а умные ответы появятся в июле. И все это будет интегрировано в Gmail, Drive, Docs и календарь. Соответственно, они все будут взаимодействовать друг с другом. Теперь следующее. Gemini в ваших фотографиях. Как Google сказала, у них загружено более 6 миллиардов разных фотографий. Так вот, вы загрузите свои фотографии, их очень много. И теперь искусственный интеллект, благодаря мультимодальности, может считывать все ваши фотографии и, соответственно, отвечать вам по ним. Например, они показали пример, вы забыли номер вашей машины, и чтобы не искать в фотографиях эту вашу машину с номером, когда вы когда-нибудь фотографировали, вы просто просите искусственный интеллект, пишете: ой, отправь мне номер моей машины. Он пересматривает все фотографии, находит твою машину, находит номерок и просто тебе отправляет этот номер. Или, например, как показали пример с дочкой. Например, у вас дочка плавает, и вы хотите найти эти фотографии, например, с ее первого дня плавания. И вы можете спросить: покажи мне, как дочка учится плавать. И он находит эти фотографии и отправляет. То есть вы сможете найти абсолютно любую фотографию, спросить о фотографии, и он с вашего огромного хранилища найдет вам именно то, что надо. Эта функция будет называться Ask Photos. Ну прикольно же. Следующее обновление Notebook LM. О боже, вот это просто взрыв мозга на самом-то деле. Мне кажется, что после этого на самом деле многие репетиторы потеряют работу, потому что слушайте, что там можно делать. Это пространство, которое Google создала для обучения. И оно тоже работает с ИИ. Что там можно будет сделать? Вы загружаете в эту систему, например, какой-то виртуальный учебник. К примеру, вы захотите научиться химии. Вы загружаете все материалы, которые вам дали по химии, которые вы скачали. Например, вы скачали какой-то курс, и все вот эти материалы вы туда загружаете. А AI анализирует все эти документы, он их помнит, и на основе него составляет учебный процесс, и он вас обучает. Обучение проходит еще более интересней. Это не просто задавай вопросы AI, хотя это тоже можно будет делать, а он на фоне этих всех учебников составляет материал и составляет два учителя, которые общаются между собой. И они ведут между собой диалог, объясняя тебе, что это. Но это не самое взрывное. Взрывное то, что ваш ребенок, вы можете влезть в этот разговор двух учителей и тоже с ними общаться на эту тему. То есть это AI, который теперь может разговаривать, анализировать, вам отвечать, с вами общаться. Это то же самое, что делает, в принципе, репетитор. Вот, например, как это было на презентации. Hold on, we have a question. What's up, Josh? Yeah, can you give my son Jimmy a basketball example? Hey, Jimmy! That's a fantastic idea. Basketball is actually a great way to visualize force and motion. Let's break it down. Okay, so first, imagine a basketball just sitting there on the court. It's not moving, right? That's because all the forces acting on it are balanced. То есть задача этой технологии не просто отвечать вам на вопросы, хотя вы тоже можете их задавать, а как бы подталкивать вас к ответу. Действительно идет процесс обучения. Я думаю, после этого очень многие пойдут туда учить английские языки и так далее. Следующий проект — проект Astra. Что это за проект? Суть в том, что показывают, что AI как бы прогружается к тебе в камеру, и он постоянно с тобой. Показывается на презентации, как девочка просто водит камерой по столу и говорит: а что вот это, а что вот это, а что вот это за модель, а как вот это починить. Наводит телефоном на компьютер, где написан какой-то код, и спрашивает: слушай, а что это за код? И он объясняет, что это за код. Вы вообще представляете, что это такое? Потом она просто там ходит дальше по кабинету, просто что-то спрашивает, при этом AI все помнит. То есть он запоминает все, что вы раньше ему показывали. И она в какой-то момент спрашивает: слушай, а ты видел мои очки? Я не могу их найти. А, да, они были вот там вот. И она просто берет, вспоминает их и находит. Потом она показывает другой еще пример, как она что-то чертит, какой-то проект, какие-то формулы пишут на доске. Она наводит камеру и говорит: слушай, а как мне на вот этом шаге запрограммировать либо решить это быстрее? И он анализирует формулы и говорит: слушай, а это можно решить с помощью этого. То есть вы понимаете, что можно будет в будущем делать проекты вместе с AI. Вы кодите, вы что-то создаете. Не знаю, это модель, это продукты какие-то, либо это онлайн. И на каждом этапе, по сути дела, мы сможем наводить камеру, спрашивать AI: слушай, а как вот это решить? Какую формулу написать, чтобы она сработала? И AI будет вместе с тобой ее решать. Это просто бум, взрыв мозга. Напишите, что вы вообще думаете. Потому что, мне кажется, я на каждом обновлении так охаю-ахаю, но просто представьте, что в наше время такое уже происходит. От этого и страшно, и в то же время очень радостно. Следующее обновление. Генерируем все.
На презентации показали 3 обновления. Это генерирование картинок, генерирование музыки и генерирование видео. Конечно же, безусловно, это все выходит на новый уровень, и фотографии становятся суперреалистичными. Например, показывали, как здесь можно даже добавить солнце возле человека, либо вот такие вот горы, которые кажутся, что это реальное фото, но это уже сгенерировано AI. Видео стали лучшего качества и показывают, как артисты используют языковые модели для создания песен. То есть AI создает изначальную композицию, которую они потом улучшают, и как они все в шоке, как это круто и упрощает жизнь. Следующее обновление AI Overview. Что это за обновление? Они изменили подход наш в поиске, в Google поиске. Если раньше нужно было как-то правильно что-то называть, и ты не мог находить именно своего запроса, да, то, что тебя конкретно интересует, а находились просто по ключевым словам какие-то вещи, то теперь поиск стал умнее, и ты можешь описывать и писать в поиске вот то, что тебе прям надо. Например, ты хочешь создать подборку рецептов с едой на неделю, чтобы они были какими-то, какие вам нравятся. Вбиваете все, что вы хотите, и просите собрать для вас план. И далее у вас появляется специально под вас собранная страничка, она разделена по дням недели, и каждый день у вас будет по 3 блюда по вашим желаниям. Каждое можно заменить, например, ой, вот это мне не нравится, меняю что-то в контексте, нет, добавил вегетарианское. И он выбирает теперь мясные блюда и добавляет вегетарианские. То есть это не просто результаты поиска, а это будет как отдельная страничка для тебя. Также это может быть и любые локации, которые вам нравятся. Например, девушка пишет, что я переезжаю в такой-то район, найди мне уроки по йоге конкретно в этом районе. И он ей находит разные студии с оценочками конкретно в этом районе. То есть теперь он анализирует каждое слово, которое вы вписываете, по каждому слову находит, собирает данные и это все совмещает. Следующее. Вот это вы просто будете в шоке. Поиск теперь можно и по видео. Я, если честно, в шоке. Например, у тебя что-то сломалось. У девушки были проблемы с виниловым проигрывателем. Так вот, она просто снимает видео и говорит, слушай, что-то музыка не играет, что случилось? И вот такое вот видео она загружает в Google. И Google находит для нее ответ, что же не так случилось, что ей нужно сделать. Как это происходит? То есть AI, он разбивает эту картинку на множество слоев. И по каждому слою он находит отдельную информацию в интернете и ищет подходящие моменты. Потом это все собирает вместе и дает вам результат. То есть теперь не нужно условно будет звонить в поддержку, тебе можно будет просто снять по видео, что же случилось там с макбуком, с чем угодно, и AI для тебя найдет информацию. Короче, это выглядит очень круто. О боже, следующее, вот это просто... Честно, это страшно, честно скажу. Эта функция, она пока не выйдет, она планируется на 2025 год, но когда это случится, я уверяю, что вот это точная тотальная замена сотрудников. Хотя, конечно, они так это не преподносят, но посмотрите, что она умеет делать. Называется она AI Teammate. Это виртуальный работник, которого вы подключаете в свою команду. Обычно как? Вы с командой общаетесь онлайн. Вы подключаете почту, ваше общение происходит в Google Доках, там все ваши Google Meet и так далее. В общем, вы подключаете AI Teammate, называете его. На презентации было название Chip. И вы задаете этому ассистенту роль. Кто он такой, какая его задача. Например, его задача это следить за порядком в компании, находить нужные документы, суммировать все, о чем происходит, в общем, находить и объяснять какую-то конкретную информацию. Это может быть абсолютно разные цели. Это я сейчас привожу к примеру. И все. Этот чип, у него есть задача, и он подключен к вашей компании, везде, где вы ведете разговоры. И показывалось на презентации, где, например, вы в рабочей группе пишете обычно, ребят, а что мы решили по поводу лаунча вот этого продукта? И этот чип, новый сотрудник, отвечает первее всех. Он говорит, слушай, Майкл с Александрой на Google звонке вот тогда решили, что они пришли к этому выводу, вот такое вот решение. То есть он анализирует и пишет тебе мгновенно ответ. То есть вы понимаете, он мгновенно пересматривает все переписки, все документы, видео, звонки, и он тебе ищет эту информацию и предоставляет. Или, например, его можно попросить создать документ, собрать туда информацию по какой-нибудь проблеме. То, на что человеку понадобилось несколько часов. И вот этот чип просто берет и за несколько минут собирает всю информацию в документе и предоставляет, кидает ее вам. Разумеется, вся ваша работа должна происходить в Google, чтобы использовать такого сотрудника, но грех не перейти на Google, если такое случится. Теперь приложение Gemini. Да, теперь у нее есть такое приложение, можете его скачать и пользоваться.
Тут без каких-либо сюрпризов, оно полностью мультимодальное, по сути это новая версия Google Assistant, только в другой оболочке. Можно говорить с ассистентом просто чатом, голосом, с помощью фото через камеру, то есть в формате диалога вы будете что-то креативить или работать над решениями проблем, но самое крутое тут другое. В отличие от чата GPT и других помощников, Gemini работает на системном уровне и постоянно в контексте того, что происходит у вас на экране. Прямо находясь в чате, вы можете вызвать или открыть новое окно, и этот помощник перенесется туда, и вы сможете с ним общаться уже на основе какого-нибудь нового окна над новой задачей. То есть ИИ будет постоянно с вами. Оно может исправить текст, придумать смешной или умный формальный ответ, нарисует картинку по текстовому запросу. Можно будет тут же отправлять в чатик. Или, например, вы смотрите какое-нибудь видео на YouTube, соответственно, вы можете попросить в онлайн-режиме сразу же спрашивать вопросы, суммаризировать его. Короче, эта вещь очень сильно экономит время. Когда в чате GPT тебе нужно общаться только в чате GPT, либо с какими-нибудь дополнительными расширениями от других разработчиков, то в этом случае Gemini будет постоянно с тобой. Следующее. Gemini 1.5 Flash. Она новенькая и более быстренькая модель, которая не требует больших вычислений. То есть она как бы GPT 3.5, только с возможностью еще генерировать картинки и так далее, потому что она мультимодальна. Она доступна уже сегодня вместе с 1.Pro в Google AI Studios и Vertex AI. И опять же с расширенным окном 1 миллион токенов. Но тут уже стоит понимать, что она, как чат GPT 3.5, она дает не такие человеческие ответы, но зато она быстрая. Итог. Google одна из тех компаний, которая просто массово начала внедрять AI во все продукты. А Google, как мы знаем, и так была монополистом, а с AI, к сожалению, пока я не вижу конца Google, а только рост и продолжение. А и, возможно, еще больший монополист рынка. И так как контекстное окно они постоянно увеличивают, оно близится к бесконечности, а это означает, что AI будет помнить и знать о нас все. То есть она будет как твой лучший друг. Она знает все, о чем ты общаешься, она знает твои фотографии, твои интересы, куда ты ходишь, что ты покупаешь. И у тебя появляется умный друг постоянно с собой, который будет тебе помогать в этих твоих делах. Надеюсь, что этот друг будет твоим другом, а не врагом. Поэтому это будущее, которое уже началось, которое уже начинается. Если у вас есть друзья, которые до сих пор в это почему-то не верят, либо просто думают, что это сложно, отправляйте им видео, смотрите, что сейчас творит Google. Пусть они проверяют их телефоны, потому что уже многие штучки внедрены в их телефоны. Но, конечно, хочу сказать от меня, что это Google конференция. На прошлой конференции они много чего сказали, показали. На самом деле это не было доступно в ближайшее время. Поэтому буду надеяться, что на этот раз они сдержат свое слово, и все обновления, про которые они только что на конференции сказали, будут действительно работать и будут работать хорошо. Надеюсь, такой вид вам понравился и вид, что происходило сзади меня. Ну а мы увидимся в следующем видео. Благодарочка, лайк. Пока.